Здравствуйте, меня зовут Александр, и вы на канале DP Labs. Сегодня у нас будет вторая попытка поставить самокат на стенд. Первая попытка была успешной. Я успешно спалил двигатель буквально за 6 минут на мощности 26 киловатт. Не то, что я его как бы совсем спалил, там несколько косяков вылезло. Первый косяк, я решил поэкспериментировать с лаком для обмотки. И он при нагреве вступил в реакцию с охлаждающей жидкостью, начал отслаиваться и засрал систему охлаждения. Второй косяк. Я неправильно вложил провода датчиков холла, не учел то, что зазор у двигателя сейчас очень маленький, и провод терся об магниты, и в итоге перетерся. Поэтому мне пришлось разобрать двигатель, смыть старый лак, пропитать его новым пластиком 71 и заменил датчики, проложил нормально проводку, собрал, протестировал, вроде все нормально. Помимо косяков с двигателем вылезло еще несколько интересных моментов, про которых я расскажу чуть подробнее. Еще во время испытаний вылез такой нюанс, то что на стенде не получается нагрузить двигатель на низких оборотах. Так как у нас мотор-колесо, у него рабочий диапазон находится где-то там в районе 1000–1500 оборотов, максимум там 2200. Это 120 километров в час с данным диаметром покрышки. Двигатель, который стоит в качестве нагрузки на стенде от лифа, он высокооборотистый. И чтобы поднять обороты на выходящем валу, я сделал редукцию, то есть я переделал шестерни. У нас изначально стояли две одинакового размера, без передаточного числа. А сейчас на мотор-колесе большая звезда на 36 зубов, а здесь маленькая на 12. То есть вал будет крутиться в 3 раза быстрее, и все показания с сенсора я буду умножать на 3. Почему вообще самокат у нас лежит на боку в таком положении? Я буквально только что поставил двигатель, его протестировал, и сейчас происходит заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью. То есть у меня заборное отверстие, оно находится получается справа от колеса, и в таком положении я могу полностью заполнить двигатель. То есть у нас помпа, емкость, которая имитирует расширительный бачок. Подключаем помпу. В этих шлангах видно, как пузырьки бегают. Мы его сейчас отключим, перевернем, и я еще немного покажу, как это все крутится без подключения к стенду. Так, мы его перевернули. Сейчас я покручу колесом, посмотрю, что нету нигде никаких протечек, и после этого уже понесем на стенд. Запитываем контроллер. Запитали контроллер. Включаем. Здесь мы видим потребление на холостом ходе 1 ампер батарейного, 10 ампер фазного. 90,9 вольта напряжения батареи. Перед тем, как подойти к двигателю, я одену защитные очки, потому что ничто так не радует глаз, как второй глаз. Итак, что я могу сказать? Звук у цепи ужасный. Хоть я и убил вчера весь день на натяжку этой цепи, все равно особо ничего со звуком сделать не получилось. Я вчера экспериментировал с роликом натяжителя, пытался его расположить в разных местах, сделать разную натяжку, но любое положение ролика в цепи сильно добавляет потребления, так что я натянул цепь другим способом. У меня задача была добиться минимального потребления, чтобы вся эта конструкция не сжирала лишнюю энергию. Это как раз тот вал, о котором говорил Дмитрий Павлович в первом ролике про самокат, который должен был держать Миша, если не закончит стенд. Будет руками вал зажимать и по ощущениям тестировать. И я сейчас попробую за него подержаться, чтобы попробовать его остановить. Я не буду за него прям руками хвататься, я возьму полоску наждачной бумаги и буду пытаться его остановить таким образом. Я изо всех сил стараюсь, но
Видно, что растет потребление. Было 99 ватт, сейчас 145. Максимум, как я могу нагрузить вал руками, это 45 ватт потребления. Вот. Если учесть, что тут еще редукция 1 к 3, то это нереально. Вроде все проверили, можно нести самокат на стенд. Еще одну просечку. Вот так вот, по-моему, еще хорошо. О, вообще, по-моему, огонь. Прибираю чуть-чуть проводку, чтобы она не попала в цепь. Прикручиваю к станине самокат на вот такие вот винты. Их будет 6 штук. Тут получается, какой еще принцип работы с стенда. У нас мотор-колесо жестко зафиксировано в связке с валом, вот этим цепной передачей. Вся эта конструкция жестко закреплена к станине. Дальше стоит сенсор, который просто передает крутящий момент на вал электродвигателя, который выступает в качестве нагрузки. Вот, то есть все вместе притягивается к одной станине, чтобы исключить какие-либо движения произвольные. Так, сейчас я подключаю помпу обратно, сразу запитаю контроллер. Так, у нас получается, мы подключили без нагрузки чисто двигатель от лифа. И я сейчас хочу посмотреть потребление на холостом ходу. Вот я сразу вижу, что амперы увеличились до 1,8, фазный вырос на 5 ампер. Так, получается 163 ватта. 64 ватта идет потерь на кручение всей этой фигни без нагрузки. Что мы в итоге имеем? На холостом ходу без нагрузки примерно в районе 1 ньютон на метр крутящий момент скачет, и мощность 65-73 ватта. Вот, то есть у нас получается 99 ватт это потери на кручение всей этой фигни, и чистой мощности, ну, примерно так и получается. Все вроде логично. Все, и подкручиваем, крутим его на ногти. Не знаю. Просто баскетболу отдал, наверное, лет 17 жизни, начиная с 6 лет, заканчивая, наверное, 30, 27. Играл за институт, за школу, в стритболах участвовал во всяких. Наконец-то мы дошли до этапа непосредственно тестирования. Попробую рассказать методику. То есть я сейчас хочу по 10%, начиная с минимального газа, 10% повышать обороты и на каждых оборотах давать нагрузку и записывать в табличку абсолютно все данные. То есть это нагрузка, скорость процентная, батарейный ток, фазный ток, обороты, мощность входная, крутящий момент и выходная мощность на валу. У меня будет порядка 80 разных замеров, которые попадут в этот график, и потом уже с этой информацией я буду подробно работать. Запускаем двигатель на 10% от максимальной скорости и будем постепенно включать нагрузку. Так, включаем круиз-контроль. Кстати, вполне может отрубиться, если слишком нагрузку добавить. Так, отлично.
Мощность поднялась до 600 ватт. Крутящий момент 5,5. Жди, жди. Давай. Так, у нас фазный ток на такой скорости вырос уже до 310 ампер, и нужно включить систему охлаждения, чтобы не перегрелся двигатель. Пошел, вот он, 300 ампер. Растет, растет. 310, сейчас он выйдет на обороты. Слушай, круиз хорошо работает. Проводка, короче. Не трогай проводку. Да, датчик на обмотках, он, короче, нагрелся под 300 амперами до 70 градусов. Сейчас вот скинул, да, уже 9 градусов. В принципе, система охлаждения работает хорошо. Ну, ты видел, как... Итак, какие у нас результаты тестирования мотор-колеса? Полить в этот раз ничего не получилось, хотя я очень старался. Вот на где-то 450-480 ампер был фазный ток в пике. Фазные провода, конечно, дымятся, но никаких критичных повреждений я не нашел. Обмотки двигателя больше 75 градусов не нагревались. Герметичность не нарушена, так что я считаю, что это полный успех. По крутящему моменту практически во всем диапазоне от 10 до 90% скорости крутящий момент плавает примерно от 130 до 135 ньютон на метр. Вот. Если из этого там вычесть еще там потери на всякие передачи, вот, я думаю, будет чуть-чуть побольше. Но в принципе результат меня устраивает.